Не так много мест на планете Земля подходит больше для того, чтобы начать вам рассказывать любовную историю. Это Центральный парк города Нью-Йорка, возможно, самое романтическое место на Земле. Даже если вы здесь сами не были, вы, конечно, много раз видели эти классические картинки в кино и по телевизору. Идеальное место для начала нашего рассказа. Нам Центральный парк еще очень подходит, потому что у нас не просто история о любви мужчины и женщины. У нас, конечно, еще и история о любви к очень большим деньгам. И мы здесь не просто гуляем, мы на самом деле здесь, в Центральном парке, занимаемся тем, что ищем важнейшие улики, потому что история наша в России, на самом деле, она запретная, но наши влюбленные решили открыть свои души и свои сердца почему-то не жителям Москвы и не в парке Горького, а вот здесь, в Центральном парке Нью-Йорка. Это и будут наши важнейшие доказательства, которые мы найдем прямо сейчас. Бандит. Бандит. Вообще ужас. Спасибо большое. Очень приятно встретить. Да. Будьте осторожны. Спасибо большое. Удачи. Как держать? Спасибо. Просто спасибо огромное. Нет слов с вами. Ну вот видите, попали в наш следующий ролик. Да. Господи, бери орех и иди к белке. Это орех. Я ее предложу той белке. Она помоталась от меня. Белка, иди сюда. Белка, белка, белка. Как белок подзывают. Давай, это вкусный орешек. Как вы думаете, какая информация в России самая запрещенная? И вы, конечно, сейчас начали перебирать в голове, может быть, это наше расследование, может быть, связано что-то с экстремистскими материалами, может быть, что-то про митинги, но нет. Тысячи блокировок. Десятки абсолютно незаконных решений суда. Эту информацию выпиливают из Яндекса. Ее вообще убирают из всего интернета. Весь Роскомнадзор работает на то, чтобы вы ничего не узнали о любовной связи между журналисткой государственного телевидения Наилей Аскерзаде и главным госбанкиром, кошельком Владимира Путина Андреем Костиным. Это просто небольшое интервью для газеты. Всего лишь пара вопросов. Он вежливый, сильный, опасный. Санкции не могут заставить Россию изменить свою политику. То есть, если в России где-то в интернете вы напишете «Наиля Аскерзаде является любовницей банкира Костина», то это моментально заблокируют, заявив, что это абсолютно ложная информация. Но вы будете смеяться. Где-то существует надпись, такая же надпись, которую сделали сами банкир Костин и Наиля Аскерзаде. И если мы эту надпись найдем, то мы убедимся, что там на самом деле что-то есть. Ой, а вот же она, смотрите, смотрите, подходите поближе, смотрите сюда. Андрей Костин, Don't forget we are of the same blood. I love you, Наиля. 2015 год. Андрей Костин, не забудь, что мы с тобой одной крови. Что-то из Маугли, из детства, наверное. Наиля, та самая Аскерзаде, 2015 год. И тут у вас скептически настроенный зритель. Возникает логический вопрос. Ну а почему, собственно говоря, мы сами не присобачили эту табличку? Всего-то нужно отвертка и 4 шурупа. Это же очень просто. Но на самом деле нет. Такие таблички, вот посмотрите, они есть здесь, здесь, здесь. И на всех лавках, почти на всех лавках. Это не просто табличка, это очень-очень дорогой подарок, который делают друг другу люди и хотят посвятить вот скамейку. Такая традиция Центрального парка. Мы находимся в самой дорогой зоне, то есть здесь, грубо говоря, самые дорогие скамейки. Для того, чтобы повесить вот такой вот четырехугольничек, нужно заплатить не меньше 10 тысяч долларов. А самое прекрасное, спасибо большое странам, в которых существует отчетность. Эти деньги нужно заплатить напрямую в администрацию Центрального парка. И когда мы возьмем отчет, мы сможем посмотреть, что же за такая замечательная Наиля заплатила больше 10 тысяч долларов для того, чтобы написать некому Андрею Костину, что она с ним одной крови. Я не знаю, где мы, но здесь где-то на каком-то этаже находится офис
администрация Центрального парка, куда мы сейчас придем, и просто попробуем выяснить, дадут ли нам они открытую информацию о том, кто заплатил за ту самую табличку, которую мы снимали. Вообще должны дать, потому что это публичное акционерное общество, и они не должны скрывать такую информацию. Я нахожусь в здании администрации Центрального парка, где как раз сейчас нам придут и расскажут про вот эти самые, как работают все эти штучки, видите? Лавочка, табличка. Сейчас нам расскажут, сколько это стоит, кто оплачивает, кто покупает. И можно получить информацию о конкретной лавочке, конкретном знаке. И мы ее получили. Вот смотрите, отчет за 2015 год. В нем много-много страниц, но то, что нас интересует, находится здесь. Это список тех, кто жертвовал деньги Центральному парку в 2015 году. Так как установка таблички — это тоже своего рода пожертвование, дарители указываются вот в этом списке. И здесь, без особого труда, мы замечаем знакомое нам имя среди тех, кто пожертвовал от 10 до 25 тысяч долларов. Только уже это не просто Наиля, а полное имя с фамилией. И теперь мы точно знаем, что это не какая-то другая Наиля, а именно Наиля Аскерзаде, одной крови с Андреем Костиным. Прекрасно. Так, собственно говоря, а чего вообще мы прицепились к госбанкиру Костину и его возлюбленной журналистке Аскерзаде? У нас что, запрещено госбанкирам любить? Любить не запрещено. И личная жизнь этих двух людей нас вообще не интересует ни капли. Однако же, нужно разделять две вещи. Влюбленный госбанкир и влюбленный госбанкир, который ворует миллионы, десятки миллионов для того, чтобы осыпать этими деньгами свою любовницу. Это совсем другая история, история о коррупции. И тут нужно сделать очень простую вещь. Аскерзаде, она же просто журналистка государственного канала, и у нее не может быть никакого супер роскошного образа жизни. Маловероятно, что мы найдем у нее, я не знаю, очень дорогие квартиры. Или самолеты, или яхты. Маловероятно, но все-таки нужно ведь проверить, верно? Начинаем мы с самого простого. Читаем те самые статьи в прессе, которые так ненавидят Банк ВТБ, Роскомнадзор и банкир Костин. Кстати говоря, член Высшего совета партии «Единая Россия». Mr. Putin is a real leader of Russia. I would say he is father of the nation and he has a lot of popularity. Тысячи блокировок основаны на нескольких решениях суда по искам ВТБ. Плюс, по данным организации Роскомсвобода, в дополнение к этому цензоры интернета часто требовали удалить похожие материалы даже вообще без судебного решения. Это совершенно незаконно, но, видимо, Костин как-то дополнительно заинтересовал чиновников, и они продемонстрировали просто чудовищную прыть. Умеете, могете просто. Что же содержится в крамольных статьях? Все они говорят более-менее об одном. Первое. Журналистка Аскерзаде является любовницей госбанкира Костина. И второе. Костин ворует из банка ВТБ колоссальные суммы, на которые покупает своей даме роскошную недвижимость. В таком окружении тяжело устоять. В частности, упоминается 229-метровая квартира в жилом комплексе «Новая Остоженка». Она была подарена Наиле в 2011 году. Сейчас такая квартира стоит 220 миллионов рублей. В ее же собственности с 2014 года соседняя квартира 155 метров. Такие продаются за 120 миллионов. В Чечне геев нет. На Западе стали нормой однополые семьи. Эти так называемые ценности пытаются привить и нам. Несмотря на то, что я вот вам прямо сейчас показываю выписки на эти две квартиры, по мнению журналистки Аскерзаде, это фейк-ньюс. Она уверенно говорит, что в Москве у нее всего лишь одна квартира. Ну ладно. Две квартиры, ну или одна большая, объединенная, за 340 миллионов рублей, это уже дорого, безусловно. Наиля Аскерзаде богата. Но можем ли мы считать, что она очень богата? Что является российским народным водоразделом, отличающим просто богатого человека от очень богатого? Правильно, наличие здоровенного дома на Рублевке. И он у нее есть в элитном коттеджном поселке Жуковка-3.
Ну что же, осмотримся. Мы видим дом почти 1000 квадратных метров, расположенного на участке тоже не маленьком, 50 соток или полгектара. Счастливой собственницей рублевской дачи Наиля стала в 2015 году, то есть это она уже после 2 квартир расширяется в Подмосковье. Вы уже, наверное, устали от этих всех рублевских дач. Ну, дом и дом, видели вообще дома и побольше. Но давайте не забывать. Речь идет о ведущей государственного канала, и дачка такая стоит в районе 250 миллионов рублей. Действующие лица с Наилей Аскерзаде. Скоро на канале «Россия». Росфонд объявляет сбор средств на лечение 5-месячного Саши Тихонова. У семьи таких денег нет. Общая сумма лечения 870 тысяч. С дачами еще есть вот какая интересная история. Ну просто чтобы вы понимали, какими суммами ворочает обычная ведущая вечерних новостей. В 2018 году она купила на Рублевке еще один участок площадью 4 гектара. Ровно через год после того, как об этой покупке стали писать СМИ, она его продала. 4 гектара земли в этом месте на Рублевке стоит почти 3 миллиарда рублей. Много вы знаете ведущих, которые могут позволить себе такое. А она взяла и купила. Самостоятельно собрать деньги на дорогостоящую операцию семье Тихона не под силу. Но подарить ребенку шанс на выздоровление может любой из нас. С вашего счета спишут 100 рублей. Сумма небольшая, но для Тихона это серьезный вклад в его будущую жизнь. Важный вопрос. А с чего это вообще мы взяли, что вот эти все квартиры связаны с банком ВТБ и его главой Костиным? Ну, может быть, их подарил богатый дядюшка. Звезда смерти неоднократно пыталась запугать республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Нет, ВТБ у нас следует прямо из документов. Первая квартира была подарена топ-менеджером ВТБ Кириллом Зимариным. Вторая квартира раньше вообще напрямую принадлежала банку ВТБ. Ну а что касается дачи на Рублевке, то офшор, у которого Аскерзаде эту дачу приобрела, зарегистрирован по тому же самому адресу и с теми же самыми номиналами, на которых записана личная квартира Андрея Костина в Москве. Ну то есть куда ни посмотри, везде Госбанк ВТБ. Банковский бизнес — это все-таки не булки упекать, это достаточно капиталоемкий, высокотехнологичный бизнес. Здесь нужны достаточно большие инвестиции. И прежде чем мы пойдем дальше, мне нужно напомнить вам, что же такое ВТБ, потому что иначе вы будете сидеть, смотреть и думать, ну ладно, разорила какой-то банк, да нам и не жалко этих банкиров. Банкиров не жалко, но ограбили лично вас. Лучше всего понять то, что произошло, можно так. Каждый из нас, от стариков до младенцев, отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ 7300 рублей. Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов, государство в самых разных видах и формах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше, чем на 1 триллион рублей. Банк ВТБ – это черная дыра, существующая за счет ваших денег. Вы за деньгами уже идете? Страшные люди, эти банкиры. Теперь скажите, а вот вы понимаете, почему банкир Костин и Наиля Аскерзаде так отчаянно прячут свои отношения? Ну вот до нашего расследования, честно скажу, я не понимал. Но все же настолько очевидно, все прекрасно об этом знают. Существует куча совместных фотографий, даже с детьми общими есть фотографии. Пишутся десятки репортажей про то, куда банкир и журналистка пошли вместе. После окончания церемонии Андрей Костин, президент и председатель правления банка ВТБ, встречал лучшего интервьюера с букетом цветов. И все, от выписок на недвижимость до скамейки в Централ-парке указывает, что у банкира Костина есть любовь. Ну так узаконил бы ее, раскрылся. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый день. Андрей, 63 года. Окружил молодую жену штатом домработниц, спонсировал любую ее прихоть, предупреждает, что может шокировать девушку своими дорогими подарками. Костин все-таки богатый человек. По разным оценкам он зарабатывает в своем убыточном банке несколько миллионов долларов в год. Наверное, он может позволить дарить своей девушке недвижимость. Но ответ в том, что даже недвижимость вообще-то с трудом умещается в официальный бюджет банкира Костина. А уж все дальнейшее и подавно Андрею Костину и Наиле Аскерзаде есть что прятать.
Это мы так умело стилизовали нашу историю под заставку передачи Наиля Аскерзаде на Россия-1. Объясняю лишь потому, что уверен, вы этой передачи не видели. Ну, честно скажем, может быть, у Наили ваги в кызы, есть какие-то другие таланты, но ведущая она ужасная. И это признает сам канал «Россия-1». Шоу выходит в самое плохое время, в воскресенье в 12:30 ночи. И на YouTube это смотрит очень мало народа, потому что это очень плохо. Узнаем главного разведчика нашей страны Сергея Нарышкина. Бонжур, мсье. Бонжур, мадам. О чем пишет французская пресса? Какая погода сегодня в Ясеневе? Над Ясенево голубое безоблачное небо. Судя по Инстаграму, вы в выходные одеваете то красные штаны, то красные шорты. Вот сегодня у вас яркий шарф. Это в пику серым будням? Вы на диете? Да, худею. Что? Какая цель? Давайте посмотрим, как получилось. Наиля берет интервью у крупных чиновников и всяких путинских дружков-коррупционеров. Ну, вообще-то им можно задать интересные вопросы, и каждое интервью могло бы быть хитом. Но суть передачи просто заключается в том, что она облизывает всякое варье. Вам, наверное, первому должны дать за отвагу. Ну, обычная пропаганда, ничем не отличающаяся от других передач на телеканале «Россия-1». Тем не менее, Наиля в прошлом году получила за нее ТЭФИ. Очень радовалась. Давайте посмотрим. Я даже не знаю, с чего начать. Нашей программе 3 года, и когда мы ее начинали, мы не думали, что будет так сложно. Ева была права, что самое сложное — это героев догнать. Прямо в первом предложении Аскерзаде жалуется на то, что ее гостей невероятно сложно поймать, и она ловит их по всему свету. Вот выпуск с Рамзаном Кадыровым, он снимался в Чечне. Вот выпуск с Ротенбергом, очевидно, около Керченского моста. Вот еще одно интервью с вообще никогда не дающим интервью Сечиным. Это во Владивостоке. Ну как же Наиле Аскерзаде это удается? Что за журналистская удача? А все очень просто. У Наили есть собственный самолет. Хороший самолет за 60 миллионов долларов. Итак, Чечня, Крымский мост и Владивосток. С точки зрения аэропортов это значит Грозный, Анапа и Владивосток. Первые два не особо популярные направления для private-джетов, и это сильно облегчает нам задачу. Мы вычислили даты, когда передачи снимались, и обнаружили, что в эти дни в этих 3 аэропортах был только один борт – Bombardier Global 6000 с номером Т7 КЛТ. А потом мы изучили все передвижения этого самолета за год. Рига, Таллин, Екатеринбург, Париж, Иркутск, Питер, Брюссель, Владивосток, Рим, Ницца, Питер, Танзания, опять Питер, снова Париж, Лондон, Сочи и Казань. Везде побывала наша Наиля. Русфонд срочно собирает средства на лечение 2-летнего Саши. У мальчика редкое заболевание – светоклеточная саркома. На проведение терапии требуется больше 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму в короткий срок родители Саши не могут. Давайте теперь разбираться, что за самолет. Из открытых источников мы узнаем, что недавно он сменил регистрационный номер. Сейчас этот борт называется Т7 КЛТ, а до этого МТСЛТ. Это произошло потому, что самолет поменял место регистрации и владельца. Сейчас это Сан-Марино и неизвестный офшор в одной из самых закрытых юрисдикций – в Белизе. А до этого, всего лишь год назад, самолет был зарегистрирован на острове Мэн. Прошлый владелец – фирма ВЛ-9762. Это тоже офшор, но этот офшор нам без труда удалось найти. Он принадлежит банку ВТБ. Еще раз простыми словами. В марте 2017 года ВТБ покупает самолет и регистрирует его на свою лизинговую дочку. Через 9 месяцев этот самолет передают неизвестному, бог знает откуда взявшемуся офшору, не имеющего никакого отношения к ВТБ. А летать на нем начинает любовница главы ВТБ Костина. Сколько это может стоить? Тут есть два варианта.
Если самолет купил у ВТБ лично Костин, а это уже само по себе коррупция, то он заплатил за это 60 миллионов долларов, то есть почти 4 миллиарда рублей. И эксплуатация такого шикарного самолета стоит 500 тысяч рублей за 1 час полета. Таких денег у Костина нет и близко не может быть. Или второй вариант. Костин арендует этот самолет для своей подруги Наиля. Но тут ситуация ничуть не лучше. Мы взяли 1 календарный месяц, за который были самые полные данные, и выяснили, что самолет налетал более 50 часов, что стоило бы Костину 30 миллионов рублей за 1 месяц. В Москве объявили сбор средств на лечение 4-летнего Ромы Хайруллина. У мальчика редкая врожденная опухоль головного мозга. Чтобы Роме провели операцию, нужно 4 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма. В общем, ни на покупку, ни на аренду, ни даже на содержание такого дорогого частного борта официального дохода госбанкира не хватит. Да, хорошо. Я лично уверен, что Костин ничего не арендует. Он просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ. Потом и у них продал своему же офшору за символические деньги. И теперь его дама сердца может не мучиться, не страдать в бизнес-классе по дороге на все эти замечательные интервью. Удобно. Как видите, все атрибуты роскоши у нас просто как по списку. Элитные квартиры, роскошная дача, самолет, а дальше уже некуда. Ну, если бы мы рассказывали бы вам об арабских шейхах, а не о телеведущей чиновнике, то тут, наверное, в конце была бы еще и яхта. Погодите-ка. Пока мы составляли дневник передвижений Наиля Аскерзаде по миру, мы не могли кое-чего не заметить. Наиля очень часто отдыхает на море. Очень. Фотографии скудные, в основном на них ничего не видно, кроме воды и модных нарядов. Фотографии она тоже, не будь дурой, выкладывает не сразу с места, а через несколько дней или недель спустя. Но сразу видно, ей невозможно хочется похвастаться тем, что отдыхает она на яхте. Но нужно же, чтобы подруги увидели и умирали от зависти. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. И каждый раз в разные даты, в разных точках планеты микроскопические детали яхты, попадающие в кадр, одинаковые. То есть яхта, собственная личная яхта. Но наша героиня специально фотографируется так, чтобы идентифицировать яхту по ее снимкам визуально было бы невозможно. Но мы придумали другой способ. Каждый самолет, частный или нет, отправляет радиосигнал о своем положении. То же самое делают и суда, в их числе и яхты. Их координаты в любой момент времени можно найти и достаточно просто. Кроме того, у нас есть Инстаграм нашей мадам с сотнями фотографий и рассказами об отпусках. Итого, у нас есть 3 массива абсолютно публичной информации из открытых источников. Инстаграм, перемещение ее самолета по миру, ну и данные с радаров всех существующих в мире яхт. То есть теоретически мы можем просто наложить это все друг на друга и понять, какие яхты выходили в море в тех городах, куда прилетал самолет Наиля. Звучит просто, но на практике, например, в окрестностях Ниццы, где была и она, и ее самолет с 30 июля по 4 августа, в море выходило 5234 лодки. Среди них точно была яхта Наиля, но 5000 многовато. Среди 5000 мы нужную яхту не найдем. Но почему бы не посмотреть тогда в других городах, там, где был наш самолет? Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Ольбии с 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Потом добавляем Генуя с 30 по 31 августа, и яхт становится всего лишь 34. Ну а дальше уже мы смотрим Кипр, где самолет был с 30 июня по 5 июля. И яхт, которые были в этих 4 местах в нужные даты, у нас остается ровно одна. Встречайте Sea&Us, 62-метровая суперяхта ведущей телеканала «Россия-1» Наиля Аскерзаде. Росфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы
Хворову. В течение года Диму должны наблюдать в специализированной клинике. Цена комплексного лечения – 1 000 000 рублей. У новой семьи таких денег нет. В момент, когда мы разгадали этот ребус, яхта находилась в порту Барселоны на техобслуживании. И это значит... Мы в Барселоне. Перед нами 62-метровая яхта Sea&Us. Посмотрите на нее. Какая красивая. Даже несмотря на то, что она в строительных лесах, но не беспокойтесь, они не помешают нам. Мы вооружаемся несколькими фотографиями на или на яхте и начинаем искать. Сначала находим вертолетную площадочку прямо на яхте, очень высокий класс. Начнем с этой фотографии. Я думаю, вы согласитесь, она была сделана здесь. Мы видим такие же перила и какой-то металлический штырь. А вот здесь, недалеко, нам пригодится эта фотография. Наиля сидит на низком периле и видно какое-то круглое окошко возле ее ног. Вот это место. Ищем дальше. Летим над вертолетной площадкой и пока ничего не находим, кроме девушек, занимающихся на верхней палубе йогой. Я вижу собаку мордой вниз. Не знаем, кто это, извиняемся, что побеспокоили. Очень хотелось бы найти лестницу вот с этого снимка. Она с поворотом и с обеих сторон видно стекла. Ищем лестницу, смотрим, это не она, не похоже совершенно точно. Дальше просто глухая стена, ничего нет. Какой-то вход появляется, но это точно не наша лестница. Где же она, где? Вот она, смотрите, вот наша лестница, ура, нашли. Сомнений никаких не остается, остается только сказать, что такая яхта стоит 62 миллиона долларов или 4 миллиарда рублей. Русфонд срочно собирает средства на лечение 4-летней Леры Забродской. У девочки тяжелый рецидив рака крови. Прицельно уничтожить раковые клетки под силу только препарату, стоимость которого свыше 3,5 миллионов рублей. Необходимую сумму семье самостоятельно собрать не под силу. Вот что я хочу сказать в завершении. Понятно вот это все. Любовники, любовницы, вторые семьи – это все их личная жизнь, пусть делают, что хотят. Хотя я не могу не отметить, что выглядит довольно странно, что наряду с таким, неортодоксальным образом жизни путинская элита нам просто бесконечно рассказывает о морали и духовных скрепах. Нарушение целомудрия разрушает целостность человеческой личности. Вот что шокирует, так это уровень потребления, ненасытность. Претензии же реально на королевский образ жизни. И это госбанкир в стране, где люди не могут месяцами получить бесплатных лекарств. И он покупает любовницы, яхту и самолет. И она на этом самолете облетает всех путинских дружков, чтобы взять у них хвалебное интервью. Ты когда вырастешь, ты хочешь быть такая большая и умная, как папа, или такая большая и умная, как мама? Как мама. А почему не как папа? Можно вас попросить подзажечь немножко для нашей программы? Давайте попробуем. То есть все знают. Абсолютное торжество двойной морали. Мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Путинская власть – это бесстыдство и деградация. Каждый из нас должен вносить хотя бы свой маленький вклад в борьбу с ней. Я не сомневаюсь, что и это расследование будут с завтрашнего дня запрещать, блокировать. Мы его не удалим. Но от вас зависит, сколько людей его посмотрят. Знаете что? Покажите его своей маме или бабушке. Уверен, что они скажут пару отличных, ласковых слов и в следующий раз сильно подумают, голосовать ли им за Путина и Единую Россию. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Ах, и да, наша новая традиция. Значок «Иностранный агент» уходит тем, чья яхта припаркована в Барселоне.